Всех приветствую! В этом видео я расскажу о том, какая практическая повседневная польза от опыта и состояния пробуждения. Кириллов Сергей, канал Предназначение. Начну с конца. Если вы находитесь в состоянии, когда вам хорошо, все классно, все вообще суперски классно идет, то оставайтесь в этом состоянии, ничего не надо делать. Не надо не искать себе проблем, все просто в этом оставайтесь. Вот если что-то не так, вот тогда возникают вопросы, как это не так убрать. И вот тогда это видео будет полезно, потому что в состоянии пробуждения или просветления вот это вот негатив, возникающий или возможный для возникновения, он либо легко убирается, либо просто не возникает. Как проявляется это в повседневной жизни? Любой осознанный достаточно человек понимает, что проблемы или какие-то сложности, которые есть в материальном мире, вот в физическом мире, их надо решать через внутрь, то есть искать, в чем причина этих сложностей, а не исправлять последствия. Так говорят все медики, которые говорят, что мы исправляем причину, а не следствие, не проявление болезни. Так говорят все психологи, философы, религия. Все говорят абсолютно одинаково, что надо искать причину, и вот исправляя причину, мы тогда исправляем следствие. И нельзя исправлять следствие, если не узнать причину. Вроде бы абсолютно очевидные вещи. Действительно, если мы исправляем причину, то тогда следствие оно исправится само собой. Но проблема заключается в том, что не каждый может правильно найти, где причина. Каждый причину ищет не внутрь себя, а ищет ее где-то вовне. Например, самое типичное искание причины вовне. Правительство виновато, мир виноват, начальник виноват, сосед виноват, погода плохая и так далее. То есть я ищу причину, да, я ее действительно ищу. Она где? Она где-то там. Где-то. То есть не во мне, а вот где-то там. Дождь идет, что я могу сделать? Начальник такой, сотрудники тупые, курьеры не те. В общем, причину ищу и нахожу ее вовне. Это самая типовая ошибка, хотя все вроде бы понимают, что надо искать причину. Когда человек начинает искать причину в себе, во-первых, он не всегда понимает, причем здесь он и плохой начальник. Он-то хороший, начальник плохой. Или он хороший начальник, сотрудники плохие. Вообще не очевидно, причем здесь он. Это самое то, что лежит на поверхности. Но если пройти эту ступеньку и начинать разбираться в себе еще глубже, то тогда приходит понимание, почему причина находится в человеке, а не в окружающей обстановке. И вот чем глубже понимание себя, чем больше осознанность, тем более внутренняя причина тех или иных действий, которые происходят вокруг, она становится очевидна. То есть опыт пробуждения, он дает такую железную логику в том, где и как искать причину. То есть постоянно, когда есть какая-то ситуация, то сразу видится ее сама суть этой ситуации. И вот эта суть, она видится внутрь себя. Вот она прямо видна. И в любой ситуации, то есть нельзя сказать, что если есть опыт пробуждения, то сразу пришли знания обо всем, обо всех, и вообще все, что только можно, сразу прям мгновенно стало известно. Нет, если возникает какая-то ситуация во внешнем мире, то знания в состоянии пробуждения, они приходят быстрее, чем если бы такого состояния не было. Где-то мгновенно, где-то просто быстрее. И вот это быстрее, это так происходит из-за того, что просто правильно сразу направление. То есть, если есть четкая логика, что есть следствие, есть причина. Следствие и причина. И вот поиск причины, которая всегда находится внутри, оно вот такое, на автомате уже, можно так сказать, поиск причины внутри. Не знаю, какую аналогию подобрать. Вот это дает практическую пользу. Причем это относится не обязательно к тому, что именно внутрь себя, куда-то копать, куда-то лезть. Это само собой, да, естественно. Но даже в любых простых действиях, где нет никакой ни психологии, ни философии, а просто обычный, маркетинг, бизнес, не знаю, что там еще
технические какие-то вещи, да, там, производство, там, любые вещи. То есть в любых сложностях, даже в материальном мире, не относящимся ни к какой ни духовности, ни к психологии, ни к чему, автоматически сознание ищет причину внутри, как бы, да, сразу понимает, сразу как бы понимается, что является внешней причиной, да, а что внутренней. Ну, например, не знаю, там станок делает какую-то неправильную деталь, да, то есть можно подправлять конкретную, ну, что там, не знаю, последний элемент, да, который непосредственно эту деталь делает, да, и постоянно его править, что-нибудь там подкладывать, выправлять и так далее, да, а можно сразу понимать, откуда идет команда к вот этому, да, то есть, как бы понимать всю вот эту цепочку рассуждений, то есть, то, что делает инженер, по сути, да, и сразу исправлять причину, сразу понимать, в чем причина. Там в детали, в логике, в командах каких-то, еще где-то. Это вот на самом-самом механическом уровне. Вот на таком же, то есть вот инженер, в отличие, допустим, от неинженера, да, он и за счет образования всегда сразу понимает причину того или иного дефекта. Вот я прям в механике, прям в обычной жизни говорю. Вот инженер, он сразу понимает саму причину. То есть машина сломалась, что-то не работает. Инженер умный, ну или там опытный механик, он сразу понимает, где причина. Да, что, почему вот так произошло, да, и потом он устраняет причину, хоп, и машина там починилась, хоп, и там все сделалось. Вот такой навык искания причины в любой ситуации, независимо от того, материальная она, духовная, психологическая или какая-либо угодно, вот такой вот навык поиска причины, более правильное направление поиска, это дает опыт пробуждения. Естественно, в механике, в материи, как бы, да, в такой вот физике он меньше проявляется, да, там больше важен навык именно, ну, как бы инженерный, именно вот такой вот опыт нужен. Меньше, но все равно более эффективно. А чем более абстрактное рассуждение, то есть там есть, не знаю, механика, да, вот физика, да, есть там психология, есть там философия, есть религия, да, есть там еще какие-то вещи, да, которые вообще мало вариантов как бы на словах передать. Вот чем больше абстракции, тем там легче и лучше этот навык проявляется. Еще раз, пробуждение дает четкое направление сознания на поиск истинной причины. И вот это вот общее направление сознания, поиск истинной причины во всей жизни делает опыт просветления как бы помогающим ежемгновенно. То есть в этом опыте, находясь в этом опыте, вы ежемгновенно улучшаете то, что есть вокруг, улучшаете свое состояние, улучшаете ситуацию, улучшаете ее от сознания до материи, потому что это, собственно, и есть вот этот вот опыт, вот нахождение в этом опыте, нахождение в пробуждении. Это постоянное улучшение того, что происходит вокруг, в причину. Улучшение через причину, а не через следствие. Подробнее разбираю на канале. Подписывайтесь. Помогу найти и ваш случай, как вам конкретно в вашей ситуации лучше поступать, как правильно искать причину. И всегда есть возможность со мной связаться и это обсудить живьем.